Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хотел бы посвятить ремейку Северодонецкого приборостроительного завода Альфа Ромео Страдale P33 Pininfarina. Данная модель выпускалась на этом заводе с начала 80-х годов и по середину 90-х. Реальный прототип данной модели игрушки Roadster Альфа Ромео Страдale P33 Pininfarina был разработан Паоло Мартином и показан на Туринском автосалоне в ноябре 1968 года. Автомобиль был построен на шасси Альфа Ромео P33 и имел двигатель V8, расположенный посередине. Родстер отличался клиновидной конструкцией, большим верхним спойлером или аэродинамическим крылом, расположенным сразу за кабиной и дверьми с крылышками жука. Советский мини-автомобиль Sport 1 является пластиковой копией на металлическую модель Альфа Ромео P33 Pininfarina английского производителя Corgi Toys. Обе модели не имели открывающихся деталей. Английская модель была в разы качественнее выполнена за счет металла, покраски, хромирования, детализации, хотя вид также имела игрушечный. Стоит отметить, что дальнейшие варианты родстера Северодонецкого завода Sport 2 и Sport 3 уже ничего общего с моделькой от Corgi Toys и тем более с реальным автомобилем не имели. Это уже была отсебятина советских дизайнеров игрушек. Также стоит отметить, что в более поздних периодах похожие модели производили еще два завода – Северодонецкий Импульс и Новокаховский Сокол. Модели от завода Сокол имели название на днище спортивный, а Импульс – другой логотип. Отличие ранних моделей от поздних в принципе можно увидеть и невооруженным глазом. Прежде всего ранние модели отличаются тем, что более качественно выполнены. Также ранние модели имели хромированные диски и спойлер. На днище было название модели Sport, логотип завода и цена. Также были варианты с олимпийской наклейкой, которые стоили немного дороже. С течением времени хром стал пропадать, пластик использовался более дешевый, а надписи на днище стали постепенно пропадать. Самые поздние модели были без хрома и без каких-либо надписей на днище, в том числе и логотипа. Пластик становился однотонным, в отличие от более ранних моделей. На самых поздних на месте руля торчит какая-то пластиковая плита. Одним словом, поздние выпуски делали максимально дешевыми в производстве. Коробочек для этой модели было несколько вариантов, но в более поздних выпусках их вообще не было, и машинки продавались в пакетиках или без них. Какой-то ценности для коллекционеров или особенного ажиотажа вокруг этой модели не наблюдается ввиду ее сильной игрушечности и огромного количества на рынке по смешной цене до $1. Возможно, больше интерес представляет модели раннего выпуска, цена на которые с коробкой может доходить до $10, или подарочные наборы из 6 машинок. Для сравнения, металлический оригинал от Corgi Toys на аукционах торгуют от $10. За модели в идеальном состоянии и с коробками цена доходит и до $50. Данная модель в моем детстве также присутствовала, и у меня их было целых 2 штуки. По своим детским воспоминаниям хочется отметить, что хоть и была она простой по виду, но из-за своей спортивности и внешней необычности на то время была одной из любимых моделей, которыми можно было иногда позволить себе поиграть и не бояться что-то отломать. Всем спасибо за просмотр данного видеообзора, не забывайте подписываться на мой канал, пока-пока.